Привет, друзья! В этом видео хочу поделиться с вами рецептом вкусного и освежающего торта мак-лимон. Маковые бисквиты были испечены у меня уже заранее. Рецепт есть на моем канале, в описании оставлю ссылочку. Бисквиты очень вкусные, нежные, с достаточным количеством мака. Обязательно смотрите видео до конца, чтобы не упустить нюансы в приготовлении. Вообще для приготовления этого торта первоочередно нужно делать лимонный курд, потому что ему нужно больше всего времени, чтобы отстояться в холодильнике и стабилизироваться. В данный момент я снимаю лимонную цедру. Также не забываем, что нужна яркая желтая часть. Белая часть нам не нужна. Для курда мне понадобится сахар, мягкое сливочное масло, желтки, лимонная цедра и свежевыжатый лимонный сок. В сотейнике я соединяю сахар, желтки, лимонную цедру и хорошо все перетираю венчиком до однородности. Затем понемножку добавляю лимонный сок, также все хорошо перемешиваю. Теперь получившуюся массу я отправляю на средний огонь и буду уваривать до легкого загустения. Во время варки я обязательно хорошо все перемешиваю, чтобы смесь не пригорела ко дну. Когда при перемешивании я уже чувствую лопаткой, что смесь загустела, снимаю ее с огня, переливаю в отдельную емкость и сразу же в горячий курд добавляю сливочное масло. Перемешиваю до полного его растворения и однородности. Затем накрываю все пищевой пленкой в контакт, даю немножко остыть и затем уберу в холодильник на 5 часов. За это время курд хорошо охладится и стабилизируется. Крем для прослойки торта я начинаю готовить только тогда, когда у меня уже хорошо охлажден курд и бисквиты. Для крема мне нужны будут холодные сливки, сахар, сливочный сыр и ванилин. Добавляю ванилин к сливкам. Можно добавлять его и к сахару и хорошо перемешивать. Это уже на ваше усмотрение. Затем взбиваю сливки до легкого вспенивания и понемножку добавляю сахар. Когда на поверхности сливок виден след от венчика, я прекращаю взбивание и добавляю сливочный сыр. Затем на низких оборотах разбиваю эти крупные куски сливочного сыра. После того, как они более-менее разойдутся в сливках, я уже добавляю скорость и взбиваю сливки со сливочным сыром до плотного крема. Вот так должен выглядеть готовый крем. Далее я буду собирать торт. Кольцо у меня уже подготовлено и также нарезаны бисквиты. Теперь я достала курд из холодильника, снимаю пленку и буду перекладывать его в кондитерский мешок. Как вы можете видеть, курд не имеет очень плотной консистенции, но он и не такой жидкий, как был сразу после приготовления. Затем отложу небольшое количество крема в кондитерский мешок для того, чтобы сделать бортик. Теперь, когда все готово, начинаю сборку торта. Обязательно небольшое количество крема на подложку, чтобы готовый торт с нее не съехал. Укладываю первый корж и подтягиваю кольцо до размера бисквита. Выкладываю нужное количество крема. Его я заранее разделила на равные части. Чуть позже расскажу, как это можно сделать, не разделяя его по тарелкам. Теперь из кондитерского мешка делаю бортики с крема. Это нужно для того, чтобы потом курд не вытек по бокам готового торта. Для того, чтобы поровну разделить крем и не испачкать много посуды, нужно всего лишь заранее знать вес тары, в которой вы взбиваете крем. Затем взвешивайте крем вместе с посудой, отнимаете от общего количества вес тары и делите количество крема
на 3 прослойки. Теперь покажу вам еще один способ, как можно сделать кремовый бортик без использования кондитерского мешка. Для этого вам понадобится обычная чайная ложка, и вы просто этой ложкой делаете по краю, больше надавливаете, и получается своеобразный кремовый бортик. Количество корда на прослойку я также посчитала заранее, и при сборке торта ставлю его на весы. Затем количество крема и количество корда я отмеряю на весах. И так получается, что все прослойки максимально ровные. Перед тем, как укладывать бисквит на кремовую прослойку, нужно выровнять кремовый бортик с поверхностью корда. И это нужно для того, чтобы готовый торт не имел углубления по центру. Сейчас на видео вы видите уже отстоявшийся тортик, и я выравниваю его шоколадным ганашем. Тортик получается очень нежным, а лимон придает ему нотки свежести. Обязательно пробуйте приготовить. Всем пока!